представить участников нашей сегодняшней дискуссии. Это Андрей Петрович Хавратов, который является компанией Skyway Investment Group. Это Валерий Иванович Романюк, вице-президент РАИП. Сергей Ильич Солонин, генеральный директор ассоциации Финтех. Владимир Дмитриевич Кадюшкевич, партнер адвокатского бюро «Имя права». И Максим Леонидович Халин, который представляет фонд «Криптобазар». Большое спасибо, коллеги, что вы сегодня согласились принять участие в нашей дискуссии, и тем более по такой очень сложной и очень дискуссионной теме. Нам в какой-то степени, как организаторам Конгресса, инициировавшим данное обсуждение, повезло, поскольку уже практически сразу мы столкнулись с практическим кейсом, как может работать блокчейн в определенной сфере экономики, в данном случае блокчейн на транспорте. Поэтому я хотел бы в начале дискуссии передать слово Андрею Петровичу Хавратову. У него есть презентация, он расскажет более подробно о том проекте, который реализует его компания. Коллеги, презентацию, пожалуйста. Благодарю, дорогие друзья. Благодарю всех за внимание, за то, что сегодня собрались, обсуждаем эту тему. И действительно, криптоэкономика, цифровая экономика, она нужна не завтра, не послезавтра, а уже вчера-позавчера должна была быть, работать в полную, как говорится, в полный рост, потому что мы сегодня финансируем достаточно хороший проект и имеем серьезные проблемы, и я об этих проблемах расскажу. Значит, давайте немножко в будущее посмотрим на 30 лет вперед, и то, что мы планируем, именно участвовать активно в развитии новой транспортной технологии и внедрение новых транспортных технологий Skyway. И вот рынок этих технологий за 30 лет составит более 500 триллионов долларов. 500 и 12 нулей. Это 50 миллионов километров дорог, которые новая транспортная технология построит за это время. И почему я об этом говорю? Сегодня мы дошли до того, что мгновенно, быстро уже идут передачи данных по интернету. Вот сейчас даже там, на Фейсбуке сейчас смотрят нас мои клиенты со 170 стран мира. А вот добраться с одной точки в другую у нас проблематично. Я приехал с Севастополя, потратил вчера 12 часов из дома в отель. Как 100 лет назад, скажем так, да, ничего не изменилось. Грузы, как и шли 100 лет назад, в среднем 25 км в час, так сегодня и ходят. Так вот, в чем уникальность? Уникальность в том, что 10-20% смогут распределиться между всеми участниками, которые захотят продвигать вот эту новую транспортную технологию. И что еще самое интересное, что порядка 25% это будет доходность, чистая прибыль. Это порядка 125 триллионов доходность ежегодная будет. И реализация сибирского холода, если говорить о реализации сибирского холода, это отдельная тема, она невозможна без скоростных и дешевых перевозок. Это примерно в 2-4 раза именно прибыль для России будет в 2-4 раза больше, чем сегодняшняя ВВП России. И все это невозможно реализовать без новых технологий в финансовой сфере, через блокчейн, невозможно реализовать без новых возможностей финансовых, которые предоставил в данном случае нам блокчейн и криптосистемы. Я называю это криптосистемы, не просто криптовалюты. Почему объясню? Значит, если говорить о криптосистемах и, скажем, то, что сегодня мы уже в чем нуждаемся, это переводы из одной страны в другую, в данном случае, так как основной наш поставщик технологий Skyway находится в Беларусь, то со всего мира мы финансируем именно в Беларусь. И до смешного доходит даже $1 миллион передать нам официально, скажем, переслать в Белоруссию с России или с Европы, или из Америки достаточно сложно. Так вот, если посмотреть на примерах биткоина, и сегодня, наверное, нет таких людей, кто не знает биткоин, даже пенсионеры сегодня уже некоторые говорят о биткоине. Так вот, то, что я прочитал в интернете, это информация из интернета, что последняя монета будет сделана в 2046 году, объем рынка 21 монет, миллион монет, ожидаемая цена, которая может быть до 1 миллиона, некоторые эксперты прогнозируют, значит, это 21 триллион долларов
объем рынка биткоина. Ну, еще всех криптосистем может дойти до 100 триллионов. И объем рынка новых транспортных технологий Skyway может составить, как я говорил, 500 триллионов. Дальше, если посмотреть интересный момент такой, и почему я называю новая экономическая эволюция мира, и много сейчас говорят, что криптовалюта это революционный подход и так далее, но мы все знаем, революция это все разрушение, эволюция это созидание и мирный переход. Так вот, если говорить о новой экономической эволюции мира и говорить о финансовых выгодах для простого пользователя, скажем так, нужно понимать, что общество, потребительское общество, я не имею в виду не, скажем, юридическое лицо, которое может создаться как потребительское общество, а мы с вами. Мы все с вами являемся потребителями той или иной системы. И если говорить опять же о биткоине, который сегодня мы видим, что с ним творится, огромную поддержку вначале дали простые люди. Так вот, если говорить о развитии новой экономической эволюции мира, общество потребителей должно быть во главе этих выгод и получать выгоды как от финансовых возможностей, от введения новых технологий, развития и, естественно, получения определенных выгод. И я лично вижу, что развитие новой экономической эволюции мира может быть при правильном, справедливом перераспределении капитала. Кто-то знает, может, статистику, может, нет, но 10% людей на планете владеют 90% деньгами. Не знаю, насколько это справедливо или нет, лично мое мнение, что это несправедливо. А почему так происходит? Потому что 90% масса людей финансово и инвестиционно безграмотны. Именно поэтому в 2011 году я создал обучающий интернет-проект «Академия частного инвестора», и цель этого проекта – нести просвещение в массы по финансовой и инвестиционной грамотности, чтобы люди были грамотны и понимали, что куда вкладывать. Опять же, статистика такова, еще начало 2000 года, что 55% людей в мире имеют иллюзию, что можно вложить $1, и он вырастет в $1 миллион, к сожалению. Именно поэтому сейчас огромное количество пирамид, жуликов, скамов, даже на том же биткоине люди оболванивают. Совсем людей оболванивают. И совсем недавно посмотрел фильм «Тюльпанная лихорадка». И интересный такой момент, есть у меня вот слайд, который... вот, да? Значит, за сколько там получается? 400 лет практически ничего не изменилось, надувание происходит очень серьезно. И в чем проблема, лично я вижу, криптосистемы, криптовалют. Я очень переживаю, что эта идея достаточно классная, которая просто востребована в мире, но из-за безграмотности людей в инвестиционной сфере и в финансах, они могут в будущем потерять огромное количество денег из-за надутых пузырей. И вот на чем бы я в первую очередь хотел бы акцентировать внимание всех людей, простых даже людей, да и чиновников в том числе, когда общаешься по инвестиционным направлениям, все думают только о спекулятивном доходе, а не о выгодах, которые могут получить как государство, территория, в которой мы живем, да и вся планета. И я на криптоконференции говорил, да, пускай даже биткоин будет стоить 10 миллионов. И пускай даже, может быть, через 100 лет все мы будем гипербогатыми. Но если мы ничего не сделаем для нашей планеты и не выведем вредное производство за орбиту Земли, то, о чем вот говорит Анатолий Дарчуницкий, который я познакомлю чуть попозже с ним, и мы если не сделаем, то произойдет технокатастрофа. Ну и толку, что будут все гипермиллиардеры. Почему я об этом говорю? Население планеты растет, и оно будет расти. Для того, чтобы он уменьшилось, значит, нужны либо войны, либо какие-то катастрофы. К сожалению, или к счастью, да, к нашему, к сожалению, у правителей мира войны не получается, глобальная катастрофа тоже не получается, значит, население будет расти. Если оно будет расти, потребление будет расти, значит, вредное производство будет расширяться, и таким образом экономический рост вроде бы будет хороший, но мы убьем нашу планету. И если говорить, опять же, в исторических фактах, мы видим вот фотографию JP Morgan и Tesla. Почему в 20 веке все технологии, которые должны были служить на благо людей, они убивались напрочь. По одной простой причине. Если крупный финансист не имел выгоды от того, куда он вкладывает деньги, значит, он ликвидировал эту технологию. И что происходит, скажем, сейчас может происходить благодаря особенно развитию интернет-технологий. Когда разработчик может обратиться напрямую к потребителям, потребители могут финансировать и получить от этого наибольшие выгоды.
Ну, давайте представим себе только на минуточку, давайте представим, что всеми нефтяными корпорациями, которые существуют в мире, предположим, владеют ну, хотя бы 30% населения Земли. Значит, если нефть растет в цене, и все, что связано с нефтепродуктами, растет в цене, значит, потребители имеют только выгоду, получая при этом дивиденды. Если говорить об альтернативных технологиях, которые сегодня нуждаются, скажем, планета, эти технологии ну, должны быть востребованы в первую очередь людьми. И если люди, простые люди, не будут получать этого выгоду, то может случиться еще очень интересный факт. Сегодня во всем мире пишется о тех вещах экономистами, что в ближайшие 15-20 лет может наступить социальная катастрофа. С чем она связана? Роботосистемы, автоматизация, которая вытесняет человеческий труд. Огромное количество людей могут остаться без работы и не за что будет кормить свою семью. Если же экономическая модель развития общества будет построена таким образом, что люди будут участвовать в создании новых разработок, получать от этого выгоды, как в начале первого слайда я показывал, значит тогда, потеряв работу, человек будет получать дивиденды, то бишь у него не нужно будет ему думать о том, где заработать денег, чтобы прокормить семью, его дивидендов будет достаточно. И когда я в Италии проводил подобную конференцию по НЭМе и разговаривал именно с представителем торгово-промышленной палаты, он сказал, да нам не нужны народные средства, у нас денег мы можем взять в Банке экономического развития Европы. Я ему сказал, что мы заинтересованы, чтобы 15-20% участвовали в развитии этих технологий и внедрении адресных проектов по всему миру транспортных технологий. И объяснил почему. И он говорит, да, ты знаешь, прав, потому что мы сегодня сталкиваемся с тем, что люди теряют работу, а мы не знаем, что им дать дальше. И вот с помощью этой новой экономической эволюции мира люди могут получить определенные выгоды. Где может развиваться, мы видим, уже развивается, по крайней мере, в нашем направлении, где мы продвигаем Skyway. Сегодня мы видим, как народ и население планеты поддерживают криптосистему. Почему поддерживают? Потому что это достаточно быстрый взаимообмен данными между людьми, а где сегодня, скажем так, финансовые структуры задерживают и переводы. У нас даже за смешного было с Америки инвесторов 50 тысяч долларов, небольшие деньги. Хотел перевести, 3 месяца продержались деньги в американских банках, и потом пришли обратно к нему на счет, сказали, на эту компанию в Беларусь мы не переведем. Ну, да смешно такое, да? Поэтому мы уже сегодня 3 или 4 криптовалюты принимаем от людей. И я считаю, что развитие новой экономической эволюции может быть в научно-производственном секторе, в строительном секторе, в сельскохозяйственном секторе недвижимости. Но головным может стать, друзья, это транспортное направление. Потому что если взять сегодня индексы известные мировые, то индекс Доу-Джонса, хотим или не хотим, это лидирующий индекс. В основу индекса Доу-Джонса у нас входит транспортные компании, и индекс Доу-Джонса создавался тогда, когда железные дороги строились в Америке, и промышленные компании. Точно так, новые транспортные технологии Skyway могут стать таким вот основополагающим, отраслеобразующим новым направлением. И здесь есть два направления в развитии и стимулировании экономики, как и любого направления. Брать деньги у известных банкиров, либо обращаться напрямую к людям, создавать систему взаимообмена между людьми, чтобы они финансировали и стимулировали собственную экономику. Мы лично выбрали второй путь. И вот Анатолий Ачуницкий обратился в 2014 году к людям. Я, как, скажем, организатор Академии частного инвестора, увидел один из первых его проектов. Мне понравился этот проект, и сегодня нас уже больше миллиона человек во всем мире, которые в 175 странах мира поддерживают. Причем здесь, к примеру, блокчейн. Да? Все, что мы делали за эти 3,5 года, мы пришли к тому, что в ближайшее время банковская система, которая существует, она не сможет даже транзакции обрабатывать. Но я задал недавно одному знакомому, который именно по созданию блокчейна, говорю, ты когда-нибудь задумался, что нам в ближайшем будущем нужно будет 7 миллиардов транзакций в секунду обрабатывать. Вот об этих вещах вы хотя бы думали? И поэтому мы обращаемся ко всем, кто создает или работает на рынке криптосистем. Пишите нам, подходите к нашим промо-консультантам, к нашим руководителям, потому что мы нуждаемся в очень быстрой обработке и, самое главное, доставке средств, денег, скажем так, да, туда, куда они нужны будут. Потому что 50 миллионов километров дорог по всему миру мы строить будем, но современной банковской системой это будет делать тяжело. И я вижу, что именно криптовалюты
криптосистемы, они могут помочь это реализовать за очень короткий промежуток времени, даже, может быть, за 30 лет. И здесь я хотел бы в заключение показать эту презентацию, ну и потом вопросы. Это не видео, я прокомментирую. То, что вы видите, это экотехнопарк, который мы получили 36 гектаров в Беларуси, под Минском, Малина Горка. И строится, можно так сказать, полигон для презентации продукции Skyway. Что такое продукция Skyway? Это транспортная система, новая транспортная система второго уровня. Разработана сегодня, здесь мы видим министр Беларуси. Сейчас, кстати, идет выставка, транспортная выставка здесь в Москве. И завтра можно прийти посмотреть то, что мы уже сделали. Это, скажем, живые юникары, юнибайки, юнибусы, которые мы уже разогнали до скорости 105 км в час. Мы получили уже закончена сертификация на городскую систему. Полностью все автоматизировано, и мы видим работу будущего блокчейна именно со Skyway, который будет обрабатывать все данные, не только финансовые, но еще автоматизацию, управление, поездки, каждая поездка каждого запроса клиента и пользователя, который может быть в этой системе. Это действительно серьезная такая глобальная работа, не только, ну скажем, по созданию какой-то одной криптовалюты, а это система, которая должна быть соединена вместе с транспортной системой. И что интересно, что в крипто Unity, можно сказать, у нас есть своя учетная единица Unit, может лежать в основе именно технология, вот эта технология Skyway. Вот то, что вы видите кадры, это все реальные кадры, это реальный юнибус построен, это не визуализация. Неделю назад на конференции люди говорили, что давайте объединяться вокруг криптовалют, нам нужно объединяться, чтобы это сохранить, чтобы нас это не забрали. Я признал по-другому, нужно объединяться вообще вокруг спасения планеты. Потому что если мы не выведем вредное производство с орбиты Земли, а этот проект является первоочередным, а второочередное – это одна из задач вывести вредное производство с орбиты Земли. Через 100 лет примерно у нас может быть технокатастрофа. Кто финансирует проект? Как простые люди, так и бизнес-круги. Сейчас вот вы видели, это Анатолий Арчуницкий, разработчик технологии. И сегодня с 4 до 5 можно быть на выставке транспортной, с ним познакомиться, увидеться, задавать вопросы. Поэтому наше предложение ко всем, кто работает на рынке криптоэкономики, давайте будем встречаться, общаться и создавать то, что в основе будет действительно технология и реальность экономики. Это визуализация по многим городам: Одесса, Севастополь, Минск, Могилев. Это Боливия, потому что для Боливии вам проект делались. В Индии заключен контракт на 1 миллиард долларов на 980 миллионов. Это вот Балаклава, Севастополь, это Одесса. Ну и такой банальный вопрос, да, ко всем заключениям. Хотели бы вы быстро, безопасно добираться и при этом иметь все средства, ну скажем, коммуникации? Ну, обычно многие люди говорят, да. Так вот, эта технология может нам предоставить такую возможность. И все.